Всем привет, меня зовут Слава, мистер Фрэнки, и сегодня мы поговорим с вами про режим Cycles в новом сэмплере Bitwig Studio 2.4. Этот режим представляет из себя нечто похожее на таблично-волновой синтез, однако функционал его на данный момент довольно скудный. Сегодня я продемонстрирую вам, как в этот сэмплер можно загружать волновые таблицы, созданные в синтезаторе Serum. Как создавать таблицы в самом синтезаторе Serum, вы можете посмотреть на просторах YouTube, и к тому же в интернете сейчас гигабайты этих таблиц волновых от компаний Cymatics и от прочих. Поэтому на этом внимание мы заострять не будем. Я создам быстренько волновую таблицу и покажу, как ее загрузить именно в сэмплер Bitwig. Ну, например, такой типичный Grow. Теперь нам нужно превратить его в wave-файл, то есть волновую таблицу, именно средствами самого синтезатора Serum. Давайте послушаем, что у нас получилось. Как вы можете слышать, она имеет довольно низкий регистр. Давайте загружать ее в сэмплер. Перетаскиваем на панель дорожек, не в аранжировку, а именно на панель дорожек. Загружается автоматически сэмплер с этим самым сэмплом. Далее переходим в режим Cycles. Активируем в режиме Cycles ручное управление плейбеком. И этот параметр превращается в параметр Wavetable Position, который характерен для таблично-волновых синтезаторов. Давайте послушаем, как это звучит. Звучит это не очень. Тон плывет и... В общем, пока это все еще похоже на сэмплер. Далее нам нужно активировать key-трекинг для того, чтобы играть по нотам. И переходим в полноэкранный режим. Если мы увеличим зум нашего сэмплера, мы с вами увидим, что у нас есть такие синие полосы. Эти синие полосы предназначены для точного разграничения периодов нашего сэмпла. На данном этапе мы с вами наблюдаем серьезнейшее расхождение в тональности сэмпла, поэтому нам придется указать ее вручную. Путем очень долгих экспериментов мне удалось выяснить, что синтезатор Serum всегда генерирует таблицы в одной и той же тональности. Тональность Фа в -1 октаве. И также в серумовских таблицах есть небольшое отклонение от чистого тона в 23 цента. Теперь давайте проверять, что произошло с нашими периодами. Как вы можете наблюдать, сначала у нас волновая форма отклоняется в позитивное значение, потом в негативное. Давайте проследим за этой тенденцией до конца нашего сэмпла. Да, периоды остаются все так же в фокусе. Слушаем результат. Вот именно сейчас это похоже на таблично-волновой движок. В конце у нас есть небольшой фрагмент тишины, поэтому мы просто его уберем вот этим маркером. На данном этапе я назначу этот параметр на свой MPE-контроллер, а потом мы будем уже работать с LFO. Теперь нам осталось добавить сюда все необходимые атрибуты для типичного дабстеп-гроула. Во-первых, это фильтр. Использовать будем сторонний пресет, потому что нам нужно два последовательных фильтра. Я уже создал такой пресет. Выглядит это следующим образом. Это high-pass фильтр и некоторые манипуляции с эквалайзером, то бишь нотч-фильтр и пиковый фильтр. Вот так это выглядит. Давайте назначим наш параметр макрос котов на тот же самый параметр на моем контроллере и послушаем, как это выглядит. Также по принципу синтезатора Serum я добавлю сюда мультибенд компрессор, который я также создал в Bitwig Studio. Это так называемый мною Hyper OTT, который в какой-то степени даже успел стать немножко легендарным. Получившийся пресет будет по ссылке в описании к видео. Там же вы сможете и достать этот Hyper OTT, и в целом этот патч с волновой таблицей.
Настроим немножко фильтр. Довольно типичное звучание. И дальше начинается самое интересное. Именно тот самый функционал Bitwig Studio, который недоступен обычным синтезаторам. Даже таким продвинутым, как синтезатор Falcon или синтезатор Serum. А именно Voice Stacking. Вот здесь мы увеличиваем количество голосов. Это своего рода детюн, который доступен не только для параметра pitch, для расстройки голосов, но и для любого другого полифонического параметра. Немножко приберем громкость. И немножко поэкспериментируем. Например, попробуем раздетюнить форманту нашего звука. И также можно детюнить параметр Wavetable Position. Далее извлекаем LFO. Для этого я сброшу параметры со своего контроллера. Пробрасываем LFO в юниполярном режиме на Wavetable Position и на наш Growl фильтр. Немножко прогнем нашу треугольную волну. И выставим Node Trigger. Ну а дальше вы можете экспериментировать как вашей душе угодно, используя весь функционал модульной системы Bitwig Studio. У нас получилось примерно следующее, и нам остается только добавить так называемый sub-осциллятор. Делается это очень просто. Группируем наш сэмплер в инструмент Layer, извлекаем тот же самый полисинт. Пусть вас не пугает, что в Bitwig Studio нет как таковой синусоиды. Сделать это можно очень просто. Включаем фильтр 48 дБ на октаву, находим синусоиду. Это вполне себе похоже. И включаем кейтрекинг. Оп, промахнулись. Последний неотъемлемый атрибут именно бас-патча – это монофония. Актуально и для синусоида, и для нашего гроула. Слушаем, что получилось вместе. И можно попробовать привязать скорость LFO к кейтрекингу, то есть к исполняемой ноте. Кстати, открыть несколько модуляторов для настройки можно через клавишу Command или Ctrl на Windows. Немножко переборщил, но я думаю, сами донастроите. Да и в целом вы можете использовать любой другой модулятор для манипуляций со всеми этими параметрами. В этом и прелесть Bitwig Studio. Да хотя, что я вам рассказываю. На этом у меня все, что я хотел вам рассказать про режим Cycles в сэмплере Bitwig Studio. Пробуйте загружать туда всю коллекцию ваших волновых таблиц из синтезатора Serum или любого другого синтезатора. И, возможно, вы станете новым Скрилексом. В любом случае, возможности модуляторов в Bitwig Studio гораздо шире, чем возможности типичного Wavetable синтезатора, даже такого, как Serum. Поэтому давайте прощаться, подписывайтесь там на канал и как вот это все полагается. Пока.